Всем доброй ночи, дорогие друзья. Возле хрусталя, точнее возле хрустального шара, свечи как-то необычно горят. Видите, вот это вот образование вокруг них, круг. Это уже не первый раз, когда возле кристаллов или горного хрусталя вот свечи вот таким образом горят. Это, наверное, некое влияние на свечи. Я хочу поговорить с вами сейчас о магическом кристалле, либо о волшебном шаре, как хотите называйте, магический шар. Сейчас очень модно возле себя, значит, ставить вот этот шар на подставке для декорации, для красоты общей. На самом деле предназначение этого магического шара не только в том, чтобы вбирать в себя негатив, как говорят, либо защищать через магический кристалл. Люди тысячелетиями ясновидели. Ну, те, которым было дано ясновидеть, собственно говоря. Говорят, что вогнутые зеркала, либо кристалл, магические вот кристаллы, горный хрусталь, другие кристаллоподобные камни, они обладают некой силой. Не зря Марион, не зря аметист, не зря, значит, горный хрусталь и прочие кристаллы считают обладателями магических свойств, те, которые способны защитить, передать какую-то информацию, через которых можно что-то сделать и так далее. Оказывается, что каким-то образом то есть кристаллы, хрусталь, даже стекло и, значит, зеркала, каким-то образом они открывают некие порталы в потусторонние миры. Они как вход в потусторонний мир. Однако, если, значит, дать круглую форму шару кристальному, да, или хрусталю, или горному хрусталю, не важно, из чего он сделан. Важно, что это кристалл, что это проводник, что это двери в потусторонние измерения, то можно вызвать оттуда определенные силы, которые будут открывать твое ясновидение еще больше и больше. Я очень редко пользуюсь горным хрусталем и только для себя, честно говоря. У меня он как бы на столе не лежит. Но достаточно просто хранить его дома, и уже вы открываете некий портал в потусторонний мир. И поэтому будьте осторожны вообще с магическими предметами, в которых вы не разбираетесь. Ради красоты не храните. Почему я говорю людям? Для красоты не храните дома, дорогие друзья, потому что они открывают некие порталы, которые вы потом закрыть не сможете. А портал – это двери, через которые силы приходят в наш мир. Итак, то есть были определенные ритуалы, с помощью которых можно было оживить магический шар и получать оттуда информацию. Когда вы долго смотрите в шар или вогнутые зеркала, если помните, в детстве мы брали вот из фар машин старых, там валялись где-то вот эти вогнутые зеркала и смотрели внутрь, и там они, значит, преобразования какие-то происходили, то мы себя видели вверх ногами, то еще какие-то сущности там появлялись, то какие-то изображения и прочее, прочее. Это не совсем плод фантазии, это действительно реальность, что мы через эти порталы смотрели в потусторонний мир. Насколько это безобидно показывает время, но в любом случае, конечно, этим баловаться не советую. Если у вас есть магический шар, и вы хотите, чтобы этот магический шар создал определенный фон, то есть фонил бы он вот этими порталами, открывая, давая вам определенную силу и защиту, ведь каждый предмет в доме колдуна или ведьмы – это не просто предмет, это носитель его силы. Потому что со временем эти все демоны, которых вызываем, которые там просим чего-то и так далее, они все вселяются во все эти предметы, друзья мои. И остаются здесь, становятся нашими помощниками. Точно так же можно время от времени активизировать магический шар, чтобы он усиливал нас, чтобы он собирал энергию и передавал нам. Это, понимаете, мы не видим, но они
как аккумуляторы, которые все время собирают эту энергию, передают нам. Ведь все, что изображено, то есть изобретено человеком, все, что создано, это тоже взято с природы, да, то есть те же самые батареи, те же самые там способность, значит, брать энергию реки и превращать их в электричество. Это же все взято у природы, это все имеет биологическое, это все имеет живое начало. Итак, время от времени начитываем на шар, усиливаем этот магический шар для того, чтобы он нам передавал определенные знания, видения. То есть вы, не зная того, просто храните дома этот шар, те, у которых есть разрешение, те, которые практикуют, еще раз говорю. И достаточно иногда усилить этот шар для того, чтобы в вашем пространстве постоянно вот это было, как вам сказать, чтение информации с пластов определенных, которые вы не видите, но они есть. Естественно, ритуал мой, потому что ритуалы, которым оживляли магические шары, они утеряны давно, их нет. Их можно восстановить только подсознательно, только попросив, или если тебе идет эта информация, я уже еще раз говорю и повторяю, что просто так ничего нам не дается. Если дается, значит оно нужно. Почему, например, в древние времена женщины носили на лбу золото? Никогда не спрашивали об этом. Почему цыгане обожают золото, особенно подаренное золото? Потому что золото – проводник. Золото тоже такой металл, который усиливает ясновидение, интуицию человека. А когда носили на лбу вот эти медальоны, это же третий глаз там. Это, то есть, непосредственно дорога к мозгу, к подсознанию, к способности тому, что дает тебе право говорить, что ты ясновидишь. Вообще в институте Бехтерева уже давно открыли, что люди со способностями, то есть ведьмы, есть целая статья, откройте, Наталья Бехтерева, о ведьмах. Она была профессор, между прочим, очень разумный человек, как и ее дед, который говорил о том, что вне нашего пространства мира есть некий мир, который более насыщенный, более богатый, более неповторим, но он знает, что это есть, он чувствует, но доказать не может. То есть он косвенно мог доказывать. Вот у Бехтерева есть целая статья о ведьмах, и там сказано о том, что просто у ведьм работает та часть мозга, которая у многих уже давно закрыта из-за того, что бытовые проблемы, значит, материальное благо и так далее пошли на первый план, и человечество утеряло способность вот той части работы мозга, которая открыта у ведьм. То есть то, что отвечает за видение, за улавливание информации извне, то, что отвечает за связь с космосом, со Вселенной. И вот поэтому из пластов вот этих информационных она вычитывает то, что другим не дано видеть. Она в этом живет. Итак, 3 черные свечи, черная ткань, и оживляем магический шар. Хрусталь, вместилище духов, окаменевшая сила духов, камень древних демонов, камень округленный, стеклянный круг, двери в мир духов, в потусторонние миры, шар колдовской, собирающий мудрость и всевидение. Покажи мне сокрытое. Дай увидеть то, что никому не дано, что разрешено только избранным. Открой свои двери в мир потусторонний. Через магический шар проникни в мой мир. Дай увидеть запретное, дай узнать тайное, сокровенное, сокрытое. Благословите, демоны, сей шар. И через этот шар передайте мне то, что дано избранным. Да увижу я то, что сокрыто от многих, и что дано видеть только избранным. Да исполнится сказанное. Проведите рукой. Вглядывайтесь в этот шар, много чего интересного вы увидите, кроме своего отражения или чего-то еще. Если долго смотреть, начнут открываться иногда некоторые необычные вещи. Если помните, в детстве мы смотрели в такие шары маленькие и говорили, что мы видим целую армию, мы видим коней, всадников,
Кому-то это казалось смешным, а на самом деле это действительно происходило перед глазами. Например, у нас одна девочка, ну, как ее считали, собственно говоря, блаженной, это люди, которым как раз-таки и дано видеть, закрытые. Просто они как Кассандры, им никто не верит, пока это не свершается. Так вот, она говорила, что она увидела танки, она увидела очень много людей в черном, она увидела женщин плачущих. Мы все посмеялись дружно. А через полгода началась грузино-осетинская, потом абхазская война. Так что, дорогие друзья, ничего смешного в этом всем нету. И те, которым не дано видеть это все, лучше не лезьте в эти шары и не проводите то, что я даю только практикам. Всем удачи!